Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на ноябрь 2023 года. Мы с вами посмотрим, проанализируем предстоящие события и сделаем акцент на наиболее значимых для вас деталях. Помогут нам сегодня в этом Шок Трайб Таро, а также Ленорман Силуэт. Это те инструменты, которые нам раскроют суть предстоящих событий. Прям карта просится сама, но пусть хорошо будет фотовой, оставлю ее. Там ложится аркан умеренность. Это уже как энергии баланса, в которых вам необходимо будет пребывать в ноябре, но тем не менее будем смотреть все остальное. Итак, общие энергии месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Так, все. Все карты перед вами. Приступаем. Общие энергии месяца. У вас здесь ложится двойка монет, она же двойка пентаклей, карта баланса. Объять необъятное, или успеть все, найти альтернативу, или балансировать между несколькими сферами жизни. Вот в этом вы будете всецело, знаете, как озадачены этим и в это погружены. Опять же, посмотрите, у вас тоже падает карта баланса, как основная, которая вышла, самая первая, карта умеренность. Поэтому действительно быть в гармонии и сопоставить там, доходы с расходами, или отдых и рабочее время, или то, как вы распределяете свое время на все сферы жизни, для вас это будет такая ситуация must-have номер один. Но мы все равно посмотрим, в какой сфере в большей степени будет созвучена эта карта. И если смотреть здесь по королю жезлов, это все-таки аркан, который показывает, что кто-то может разрываться между своими амбициями, целями, достижениями идей и иными сферами жизни, а кто-то может разорваться между собой своими задачами и задачами короля жезлов, которые может перед вами ставить. Будь то ваш близкий человек, родственник или, возможно, ваш руководитель, но в любом случае для вас этот человек будет играть очень такую значимую роль, важную скрипку. Если смотреть вопросы работы, то здесь у вас, как мы видим, ложится тройка чаш. Ну что ж, месяц обещает в плане работы быть легким, продуктивным. Не могу сказать для всех, что на работу как на праздник, но тем не менее для большинства это действительно и приятная коммуникация, и приятная атмосфера в коллективе, и благоприятная работа с заказчиками, с вашими, допустим, бизнес-партнерами, просто с вашими коллегами и руководством. Потому что тройка чаш – это карта радости, карта праздника, может быть, уже предвкушение и настрой на какие-то зимние праздники, каникулы. Но уже хочется, знаете, какого-то отдыха, расслабления. И в плане работы будут играть такие же настроения в целом. Если смотреть этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может, как мы видим, здесь ложится аркан Луна. Луна – это нестабильные заработки, либо нестабильный приток доходов-расходов. Здесь нет постоянной работы, это может быть сезонная подработка, либо какой-то handmade работа, причем которую вы делаете по ночам, как показывают карты. Но это больше как для себя, для души, получать какое-то удовольствие, ну и, конечно же, незначительную, небольшую, но тем не менее монетизацию. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является соискателем, то тройка чаш и суд – это ситуация праздника по той простой причине, что здесь у вас обретение работы через знакомство, через связи, благодаря вашему окружению. Опять же, вас радостно легко принимают в коллективе, вам легко адаптироваться, то есть легко все понять, влиться в структуру. И для некоторых из вас это может еще прозвучать или играть как ситуация восстановления на бывшем предприятии, фирме, может быть, заводе, в зависимости от того, в какой нише, где вы работаете. Но, опять же, все со знаком плюс. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то тройка чаш и пятерка жезлов – это как отстоять свои инициативы в коллективе, с коллегами, свою точку зрения, и при этом почувствовать себя не только победителем, но и таким умиротворенным и удовлетворенным, потому что тройка чаш вас поддержит большинство в каких-то спорах, моментах, может быть, интригах. Поэтому здесь как обезоружить ваших противников. Если же будем смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, то тройка чаш и двойка жезлов указывают на ситуацию, что вы можете одновременно занять две должности или работать по двум направлениям, двум проектам, или это может быть работа и подработка.
Но здесь эта ситуация вам не в тягость, а в радость, потому что приносит какую-то легкость, воодушевление, ну и реализацию ваших целей. Если будем смотреть акцент для тех, кто владеет собственным бизнесом, то тройка чаш и семерка мечей – это ситуация, когда вы радуетесь от того, что вы предугадали козни ваших оппонентов, врагов или просто недоброжелателей, и, конечно, все это снивелировали и свели на нет. Опять же, по тройке чаш, благодаря вашим связям или, может, вашим доброжелательным клиентам, заказчикам, которые в чем-то вас могут предупредить, подсказать, помочь, предостеречь, и вы выйдете здесь со знаком плюс. Смотрим финансовую составляющую на этот месяц. И здесь у вас ложится пятерка монет. Очень-очень большие расходы. Потому что пятерка монет это фактически растранжирить все, потратить все. Посмотрим, с чем это будет связано. Секунду. Дотягивая пада, здесь ложится аркан мир. Итак, для кого-то это могут быть путешествия, поездки, переезды, смена места жительства. У кого-то карта мир может говорить просто о денежных переводах, которые вы можете перечислять вашим близким или вашим друзьям, как помощь какая-то необходимая. Опять же, карта мир это может быть и дистанционное обучение, навыки, которые вы будете пытаться получить, чтобы больше зарабатывать. Ну или если вы открываете свое дело через интернет, свой сайт, магазин, то все свои сбережения будете вкладывать сюда. Поэтому да, пятерка монет указывает здесь на ситуацию, что придется немного подтянуть свои пояса. Если смотреть вопросы здоровья, здесь падает аркан сила. Прекрасная карта. Почему? Потому что, во-первых, она вам говорит по ситуации, что берегите себя, свои силы, свое здоровье, свои ресурсы, укрепляйте иммунитет. Здесь также очень важен и значим акцент оптимальных для вас физических нагрузок, чтобы вы были в тонусе. Ну и вообще карта сила, не могу сказать, что это силовое решение ваших проблем. Здесь может быть просто мануальная помощь для тех, для кого она необходима. То есть обращение к соответствующему специалисту, может быть реабилитологу или тренеру. Если смотреть ситуацию с точки зрения личной жизни, девятка мечей – это ваши переживания, страхи, это некая ментальная и эмоциональная закрытость. Будем смотреть, по какой причине и что же вас здесь так тревожит. Для тех, кто у нас свободен, здесь карта шестерка монет говорит о том, что вы переживаете, что все, кто появляется в вашем окружении, могут относиться к вам потребительски, потому что нарушен баланс, так как эта карта баланс брать-давать, говорит о ситуации, что вы не видите отдачи со стороны партнеров или партнерш, с которыми вы взаимодействуете. И мы сейчас говорим не только про материальные ресурсы, а в первую очередь про заботу, отдушину, внимание, время, любовь. То есть вы считаете, что почему-то, как идет игра в одни ворота, и вас это беспокоит, что может повторяться или повторяется таковой сценарий. Как следствие, это, знаете, начинаются вопросы самокопания. Почему так ко мне относятся? Почему это происходит? Как эту ситуацию преломить? Как ее исправить? И как сделать так, чтобы этот сценарий больше не повторялся? Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, здесь у нас ложится карта императрица. Итак, здесь могут быть переживания и страхи нового статуса. Например, если там любовник или любовница хотят с вами создать семью, то здесь идут переживания, а нужно ли вам это, потянете ли вам это и как вообще это будет происходить. Да? Если же вы женаты или вы замужем, то здесь могут быть переживания и страхи, что эта связь на стороне может разрушить ваши текущие отношения. Поэтому здесь будут переживания, как сохранить семью. Для тех же, кто у нас в стабильных союзах, у тех все тишь, гладь и благодать. Потому что десятка чаш – это карта любви, чувств, взаимодействия, искреннего партнерства, поддержки друг друга, радости, благосостояния и процветания. Поэтому у вас здесь все прекрасно. Единственное, что по девятке мечей – это переживания, страхи и нежелание кому-то говорить о своем счастье, о своих ощущениях, ну, по принципу боязнь сглазить, или, как еще говорят, счастье любит тишину. Если смотреть рекомендации от карт для вас на этот период, то здесь ложится король монет. Конечно же, здесь акцент у нас идет на вопросы заработка, обогащения и сохранения имущества. Почему? Потому что, как вы помните, у вас первооснова, здесь была пятерка монет. Вот вы во что-то инвестируете с целью обогащения или получения ресурсов. То есть это очень для вас важно, значимо. Вы будете этим озадачены, обеспокоены, но овчинка выделки стоит. Поэтому дерзайте, и все у вас будет получаться.
А мы с вами еще посмотрим неожиданность периода. О чем здесь будет идти речь? Итак, неожиданность периода. Птицы, тучи, карта гора. И здесь у нас падает карта Солнца. Ну, во-первых, здесь прояснение какой-либо ситуации. Почему? Потому что птицы — это у нас бывает информация или просто сплетни, за которых вы переживаете, которые могут вам быть в чем-то препятствием на пути. Но Солнце — это нести ясность, это пролить свет на ситуацию, это прояснить какие-то моменты, ну и, конечно же, устранить вот эти вот блоки, которые могут быть в вашей жизни. Опять же, здесь идут некие переживания относительно родственников или близких, которые могут у вас жить за рубежом. По принципу, как у них там, что у них там, нужна ли им помощь, нужно ли им содействие. То есть как помочь, чем поддержать, как стать точкой опоры. И у вас это однозначно получится. Поэтому, мои хорошие, месяц у вас продуктивный, плодотворный. Тем более, посмотрите, какие карты у вас здесь ложатся. Это же, как говорится, просто песня, просто золото. Мы, конечно же, вам таковыми арканами и закроем. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как вам отозвется эта информация, проиграется ли она для вас, какие перемены в вашей жизни произойдут и, в принципе, чем порадует вас ноябрь. Мне будет интересно почитать, я думаю, другим тоже, с целью оценить, как у кого резонируют расклады. Поэтому вам сил, свершений, достижения целей, и пусть Вселенная вам во всем обязательно помогает. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной, за ваше внимание к моему каналу, за его поддержку. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч!